Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет послание высших сил, онлайн-гадание на картах Таро, потоковое чтение на будущее. Этот общий расклад Таро я хочу провести в формате не просто потокового чтения, а именно вот подсказок, советов, инсайтов о том, что хотят вам передать высшие силы, ангелы, может быть, духи, те высшие силы, которым вы склонны доверять. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, и можно прослушать расклад от начала до конца, можно выбрать одну позицию, а можно выбрать несколько вариантов и послушать те советы, подсказки, инсайты, которые идут вам через эгрегор оракула и эзотерического мира Таро на моем канале. Итак, друзья, несколько позиций будет, несколько посланий. И давайте посмотрим. Давайте пока 5 посланий. Может быть, будет больше. Их-то будет больше, естественно. Но вот 5 жизненных ситуаций, которые, скорее всего, максимально актуальны для вас на сегодня. Интересно, если вы выберете, конечно, все, но и комбинация, например, там 1, 3 и 5 будет тоже интересно. То есть вы можете отследить, что вы выбрали, что не выбрали, и какие комбинации для вас актуальны, а какие нет. А может быть, прослушать, допустим, выбранную комбинацию, а потом подсмотреть невыбранную и посмотреть в том невыбранном, а что вы упускаете для себя. Например, так тоже сегодня можно. Итак, уверен, что вы выбрали для себя комбинацию, да. И начнем с первой комбинации. Давайте посмотрим. Смотрите, первая карта и первая комбинация намекает вам о том, что вам нужно очищаться от чего-то токсичного. Может быть, это токсичное общество, социальная среда, может быть, даже коллектив токсичный, может быть, это токсичные отношения, может быть, это токсичные мысли. В общем, есть что-то токсичное, что достаточно или уже настолько травит вашу жизнь, что прямо мне, во всяком случае, так и хочется положить в такую вот ванную, да, со святой водой и зажечь свечи вокруг вас, провести какой-то очищающий обряд. Смотрите, очисть тело, сознание и дух. Тело, сознание и дух. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что на уровне тела, что на уровне сознания и как на уровне духа проявляет себя для вас токсичным. Окей? Давайте вот таким образом пойдет. Что на уровне физическом, ментальном, давайте. Mind это будет ментальный больше, и spirit это духовный уровень. Итак, что травит вас на уровне физическом, на уровне мыслей, и, может быть, на уровне магическом. Да, вот дух будет больше магический дух. Вот как будто бы идет подсказка, как диагностика, да. Обрати внимание, если вдруг ты чувствуешь, что ты нуждаешься в какой-то диагностике на наличие негативного влияния. Итак, на уровне физическом на вас влияет токсичное окружение, из которого нужно уходить. Скорее всего, это ваша социальная среда. Именно социальная среда. Но эта социальная среда, она, скорее всего, на уровне, больше всего того, о чем вы постоянно думаете. И вы думаете из этой среды уехать, переехать, эмигрировать, сбежать и так далее. То есть, это больше все-таки это больше о государстве или городе, да, то есть это большое количество людей все-таки. И что-то связано с переездом. Может, живете в не очень чистом городе. Может быть, живете в обществе с каким-то специфическим менталитетом, да, или специфической культурой, которая вам не подходит. Может быть, вас в этой среде постоянно делают
виновником, да, то есть звинувачують, да, обвинуватят. И только от вас зависит, сможете ли вы очистить тело, физическую свою оболочку от этой среды. То есть, по сути, на вас лежит ответственность за то, что вы в этой среде. По сути, никто в кавычках не виноват, в кавычках, кроме вас, что вы тут оказались. Да? И никто, кроме вас из этой среды не уберет. То есть вы сами уйдете или переедете, и за вас это никто не сделает. То есть это все на вашу ответственность и зависит от вас. Окей. Хорошо. На уровне разума, что в голове вас отравляет? Да? В голове вас отравляет мужчина, власть. И, может быть, бизнес и желание сблизиться, страсть к какому-то мужчине. Но у мужчин это может быть и женщина. Поэтому, смотрите, по сути, кто токсичный в вашей голове? Это король огня. Скорее всего, это, естественно, трифовый король. Не скорее всего, это и есть трифовый король. Это овен, это лев и это стрелец. Это, еще раз, власть. Именно государственная структура. И здесь она очень... они очень близки. Это родственные карты, воздух и огонь. То есть, по сути, власть на вас оказывает действительно влияние. И, может быть, тот город или та страна, в которой вы живете, она вас выталкивает, да, вытесняет. И какой-то токсичный мужчина. Это может быть начальник. Это может быть мужчина на государственной службе, о котором вы постоянно думаете. Может ли это быть ваш муж, например, или ваш любовник? Да, если у вас была с ним близость или есть с ним близость. И, это мужчина, который пытается завладеть вашим разумом. Может, какой-то злой колдун, да. Такое тоже может быть. Король огня – это часто самая первая эманация мага, да, огненный мужчина. То есть, может ли это быть колдун? В принципе, да, если особенно вы видите, на меня похож. Да. Да, похож. Но этот человек, вот у него снисходительный взгляд. Такой. На уровне духа давайте смотреть. Но это мужчина. На уровне духа, смотрите, или на уровне магии. Как это проявляется? Вы пытаетесь изменить свою жизнь к лучшему, но постоянно либо упускаете свой шанс, здесь упущение шанса, либо власть какого-то человека над вами мешает изменить вашу жизнь к лучшему. На духовном уровне у вас трудности с продажей, с обменом и с улучшением финансового канала. То есть ваш финансовый канал, он желательно, чтобы он улучшался, но у вас не получается. Хорошо. Давайте теперь посмотрим еще пару подсказок. Здесь подсказку сделаем, здесь и здесь. Первая подсказка. Подсказка говорит о том, что вам действительно нужно чистить тело путем закрывания доступа к своему телу тех токсичных факторов, которые на вас распространяются. То есть вам нужно либо убежать, либо сделать так, чтобы вас это не доставало. Здесь эта магия, она уже на физическом уровне, она проявляется. И вам нужно закрывать дверь к этому токсичному влиянию. Этот мужчина может магичить. Эта власть намного больше, чем вы думаете. И магия в вашем разуме и в вашем материальном мире проявляется достаточно очевидно. Но вы, возможно, либо не догадываетесь, либо закрываете на это глаза. Здесь он закрытыми глазами, а здесь, как будто бы вы делаете вид, что не знаете об этом. Это тайна. Интересно. И здесь очень сильное мужское влияние и очень сильное влияние власти. Здесь прямо концентрированная
влияния власти, слышите, самой власти и власти, да, как таковой, и концентрирование на влияние магии. Ну, здесь больше вот власть на физическом уровне, но она переходит в духовный уровень. Ну и какой-то мужчина прямо владеет и вашим духовным уровнем, и вашим ментальным уровнем. Ну, может быть, вы обращались к какому-то мужчине за какими-то обрядами, ритуалами, здесь это тоже есть. Может, обращались к женщине и ведете тогда борьбу с каким-то мужчиной. Но совет вам нужно бороться и защищать свой мир на всех его уровнях. И на физическом, и на ментальном, и на магическом. Вот такой вот месседж. Следующий расклад. Я буду сегодня использовать все карты. А если вам повторяются карты, которые будут вот эти вот красные, обращайте внимание, какие карты вам выпадают чаще всего. Послание номер 2. Ой, смотрите. Я хочу вам сказать, что вы находитесь, как будто бы речь пойдет сейчас о каком-то застревании. Вы как будто бы находитесь в точке, промежуточной точке, и застряли между двух миров. И вы, как будто бы даже, давайте так скажем, условно говоря, здесь дама бубновая и перекресток. Выпал. Эта карта, она похожа на эту карту. И вам нужно сделать выбор, вправо или влево, или, может быть, остаться в том месте, где вы находитесь. То есть у вас есть как минимум 3 варианта. 3 варианта почему-то у меня сейчас для вас будет. И в вашей жизни есть какая-то ситуация, где вы можете выбрать вариант А, Б и С. И пока я выкладываю вам варианты А, Б, С, вы можете себе взять, поставить на паузу сперва, взять карандашик, написать ваши варианты. Например, А – это какой-то один вариант, Б – это другой вариант, и С – это третий вариант. А я вам скажу, какой из них предпочтительнее для вас, если вы не можете решить, вам налево, направо или прямо, условно говоря. Смотрите, налево или А, прямо, Б, и направо, С, третий вариант, налево, прямо, направо. Мы откроем сразу все 3 варианта. Вы знаете, тот самый случай, когда все варианты подходят. Кстати, часто такое бывает. Там, где вы, условно говоря, застряли, если вы застряли в какой-то точке, например, это по центру, да, прямо. Если взять из всех 3 вариантов, то вариант по центру лучший, то есть вам прямо. Или вариант Б. Но он лучший из 3 хороших. На 2-м месте, с точки зрения денег, вариант А для вас лучший. И на 3-м месте, но он равносилен 2-му месту, вариант С – это направо, да, или 3-й вариант, но он с точки зрения счастья лучше. Все варианты хороши. Можно ли вам застрять и подождать? Да, особенно если это касается женщины. Может быть, здоровье тоже еще может ждать какой-то период. Но, тем не менее, давайте получим еще подсказки и инсайты по каждому из вариантов. Вы знаете, на смену каких-то, очень-очень печальных, неудачных отношений, страданий, какой-то на смене потери какой-то, да, придет очень шикарный подарок. Например, если вы, мужчина, расстались с женщиной, у вас будет прекрасный вариант. Если вы, женщина, расстались с мужчиной, у вас тоже будет прекрасный вариант. Услышали, да? Вариант 2. У вас будет хорошая идея по поводу того, как исцелиться и набраться энергии. И
эта энергия может быть на юге и на востоке. Или на юго-востоке. Или вы сами с юго-востока. То есть вариант налево подходит больше для отношений, утраченных для компенсации отношений. Вариант прямо для исцеления здоровья, может быть, финансового канала. А вариант направо, С, особенно подходит для того, чтобы что-то сохранить, сберечь и не потерять. Но не приумножить, потому что по правому варианту больше не станет. Будет столько, сколько есть. Но как минимум вы сохраните то, что дороже всего для вас. Вот такой вот месседж. Вариант номер 3, друзья. Пока я готовлюсь к третьему варианту, я хотел сделать короткое объявление и сказать, что мои ролики в оригинале есть только на YouTube, и все мои контакты, правильные контакты, лично мои, только на YouTube. Все остальные ролики в ТикТоке и на других площадках от моего имени не являются официальными, и мои контакты могут быть не моими, мои платежные реквизиты могут быть не моими и так далее. Я есть только на YouTube. Все, что вы видите на YouTube только на этом канале, является истинно верным. Давайте посмотрим. Вариант номер 3. Высшие силы вам хотят передать, что вам нужно позаботиться о своем будущем или укрепить защиту своего будущего. Здесь о защите и о будущем, поэтому и об укреплении в том числе. Поэтому нам нужно посмотреть 3 совета о вашем будущем. На что вам важно обращать внимание в вашем будущем. И посмотрим, на что вам важно защищать в будущем. Да? Итак, 3 главных аспекта, которые вам важно обращать внимание в будущем. И защищать. Давайте сразу посмотрим. Итак, давайте смотреть. Первый вариант. На что обращаем внимание? На судьбу. То есть ваша судьба может резко измениться. Что защищаем по судьбе в будущем? Давайте я так скажу. Здесь вы можете попасть в какую-то ловушку в будущем. И карты очень такие старшие арканы выпадают. Судьба в будущем вам готовит очень серьезное испытание, где будет испытываться на прочность ваше здоровье, ваш разум, интеллект. То есть вам нужно будет выкручиваться. И ваши деньги. Вы можете застрять надолго. И влиять на это вам будет очень тяжело. То есть, скорее всего, вы попадете в эту ситуацию, и вам нужно будет действительно очень много сил для того, чтобы из нее выкрутиться. Поэтому у вас должно быть в резерве здоровье, прежде всего, деньги. И карты говорят, не рискуй. Колесо фортуны. Вот сейчас вы находитесь, условно говоря, на пике возможностей. А колесо фортуны говорит о том, что оно перевернется. И ваша возможность, где вы будете считать, что у вас все козыри в рукаве, у кого-то может оказаться на 1 козырь больше по этой комбинации. Поэтому будьте осторожны. В будущем вас ждет ловушка. И сейчас, если вы не будете рисковать и будете подготавливаться, возможно, вы сохраните себе свое бытие. Так, смотрите, обращайте внимание, во-первых, на алкоголь. Здесь он на первом месте. Эта карта такая ресторанная часто. Обращайте внимание на мужчину, который делает вид, что вы ему безразличны. Кто он такой, это уже ваш общий расклад, да, смотрите по вашей ситуации. Но здесь
Мужчина может иметь отношение и к власти, и быть по знаку зодиака и рыбой, и скорпионом, ну и раком в том числе, и может иметь отношение и к ресторанному бизнесу или к бизнесу для проведения каких-то торжеств, да, увеселительных заведений. То есть вот обращайте внимание на все, что связано с мужчиной, с весельем, с алкоголем. Может быть, это свадьба, торжество. Идет зима, корпоративы. Вот туда надо обращать внимание. Но нужно защищать. А что придется защищать? А защищать придется свои интересы и свои цели. Поэтому вас ждет отстаивание своей цели и своих интересов, 2 девятки, о котором вы еще не знаете. Здесь Луна царит, да, Луна царит, и оно может произойти из-за эмоций, из-за алкоголя, из-за горячности какой-то. И, возможно, это конфликт физического характера, а может быть и конфликт энергетического характера, но доля и мотив мужчины здесь будет играть ключевую роль. Еще обращаем внимание на то, как вы отпускаете кого-то, как вы с кем-то прощаетесь. Не обязательно это отношения, и кто-то хлопнул дверью, а кто-то ушел, не прощаясь. Да? Но это может быть вы, например, не придаете кому-то значения в вашей жизни, а этот человек для вас очень важен. Вот на него обращайте внимание, на этого человека, который от вас или уходит, или вы уходите, да, от него. Но при этом нужно понимать, какую роль он играет и какое внимание вы ему уделяете. Ну и здесь 4 мечей. Вам нужно обратить внимание прежде всего на свое прощание и то, как вы это переживаете. Возможно, вы чересчур сильно волнуетесь по поводу расставания. И если защищать, то, возможно, мужчину, который уходит. Мужчины, если вы слушаете этот расклад сейчас, то тогда защищайте женщину, которая уходит. Здесь женщина все-таки уходит, но вообще это мужская карта. Ну и если вас пытается кто-то развести, ну вот как пару, да, в разные стороны, ну разъединить, например, делая остуду, и вы это чувствуете, то вам придется защищать и себя, и своего мужчину или свою женщину, в зависимости от того, кто вы есть на раскладе. Вот такой месседж интересный. А что вы думаете по поводу этих посланий? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне будет очень приятно прочесть. 4 послание Вселенной. Обучение. Ну, знание какая-то, новость может быть. Но вообще это именно не новость, а обучаемость. Да? То есть teachability. Ну, давайте так скажем. Высшие силы хотят вас чему-то научить. Хотят вас чему-то научить. Давайте посмотрим. 3 ситуации в вашей жизни, которые вас чему-то учат. Какие 3 ситуации вас чему-то учат? И чему именно они вас учат, эти 3 ситуации? Ситуация номер 1. А вы можете себе загадывать. Да? Вот у вас есть 3 жизненных ситуации. Например, там мама, папа, дети, к примеру. Или работа, дом, там, на улице знакомые. Да? Ситуация номер 2 и ситуация номер 3. 3 ситуации. И чему учат эти ситуации? Чему они учат? Первая ситуация касается мужчины и магии. Или отношений с мужчиной и магии. Или начальника и отношений с начальником. Или начальника, отношений с начальником и магии. Ну, тут все есть, да. Но также ситуация может касаться еще и бизнеса вашего. Особенно если вы мужчина или... Но этот бизнес зависит от мужчины. Чему учит эта ситуация?
Эта ситуация вас учит тому, что вам нужно отстаивать свою позицию и вести борьбу в своих интересах до победного завершения, как говорится, да, ну или до победного окончания ситуации. Очень много огня, и неважно, сколько циклов вы уже прошли, это все наука для вас, это наука быть сильным. Be strong, да. Окей, вторая ситуация. Ситуация, где вам не хватает денег. Может быть, вы потеряли деньги, может быть, у вас ухудшилось здоровье, но в любом случае ухудшились отношения, здоровье, взаимопонимание и финансовый канал. Чему это вас учит? Это учит вас тому же самому, что и в первом случае, поэтому, чтобы не тратить на это время, переслушайте эту карту еще раз. Но эта ситуация вас еще также учит, что безвыходных ситуаций не бывает, и даже когда у вас ничего нет, это не означает, что вы должны отказаться от своей цели и от себя. Вы не должны отказываться ни от своей цели, ни от себя. То есть не поднимался тот, кто не падал. Да, вот так. Не поднимался тот, кто не падал. Ну и позиция номер 3. Ситуация. Ну, а здесь ситуация о страсти, о бизнесе, ну и о какой-то игре. О женщине, которая пытается покорить мужчину. Ну и, возможно, о мужчине, который думает, что его никто не может покорить. О таком белом тигре и белой тигрице. И ситуация вас учит быть мудрыми, иметь выдержку. И эта ситуация у вас кармическая, которая быстро не разрешится. Женщина здесь очень красивая, а мужчина здесь очень мудрый. Поэтому красота и мудрость вам в помощь. Ну и мужчина или женщина здесь точно с голубыми глазами. Скорее всего, мужчина с зелеными, а женщина с голубыми. Мудрость есть ключом, и вы станете мудрее, но быстро это не решится. Ключи к решению ситуации в прошлом. Ну, вот такие месседжи. И последняя карта, друзья. А я по традиции призываю вас стать спонсором этого канала. Оформляя спонсорство канала, вы получаете возможность получать приятные бонусы при личном обращении ко мне. Здесь высшие силы в 5-м варианте вам говорят что-то начать, о каком-то начале. Здесь разум ученика или разум початківця, да? Разум человека, который что-то начинает, или неофита. То есть вы должны начать что-то понимать именно. Вот именно начало и понимание, понимаете, да, вот так. Или разум новорожденного. Или первое дыхание, это вот такое тоже есть. То есть что-то должно начаться. И вы об этом должны знать, понимать. Вот давайте посмотрим, что должно начаться и что вы об этом должны понимать или знать. Что должно начаться и что вы об этом должны знать и понимать. 3 варианта. Все равно 3 варианта я даю всегда 3. Почему? Знаете почему? Знаете, потому что 3 – это гармония, да? То есть вы можете даже выбирать из этих вариантов. Это не обязательно все ваше. Итак, что должно начаться и что вы об этом должны знать, либо что должны понять. Итак, первое начинание. Может быть, это вам надо начать в жизни, да? Начать делать, например. Должны начаться чувства, могут начаться отношения, может начаться новая жизнь, зародиться, оплодотвориться, может начаться ребенок и может появиться ребенок. Да? То есть отношения, ребенок, чувства и новая жизнь. Да? Что вы должны об этом знать и понимать или осознавать?
А вам придется это принять, смириться с этим и принять это как должное. Вам нужно это впустить в свою жизнь, сделать выбор и примириться. Возможно, примирение после ссоры с детьми, ну и, возможно, принятие тех чувств и прощение. Ну, а также это открытие глаза на чувства, на отношения и принятие не только себя, но и кого-то с теми чувствами или с той ситуацией, в которой он оказался. Но, может быть, простить кого-то или принять человека таким, какой он есть. Ну и, возможно, вам придется сделать выбор между партнерами. То есть будет, очевидно, выбор с партнером очень скоро у вас. Что появляется на вашем пороге? Появляется красота. Красивая женщина, особенно это для мужчин очень хороший расклад. Ну и, возможно, получается красивый и умный мужчина. Тоже такое бывает. Кстати, поверьте, не всегда мужчина красивее обезьяны. Иногда намного красивее. Но ничего. Ну, здесь, смотрите, на пороге красивая женщина, красивый мужчина. Понимание и долгожданная встреча с мечтой, конечно же. Что вам надо об этом знать? Во-первых, это произойдет не просто так, а из-за того, что вы готовы это принять. Это долгожданная встреча родственных душ. Это компромисс двух родственных душ. И это будет не без участия высших сил, ангелов-хранителей и настоящей светлой магии. Могут появиться ведьмы, темная магия, колдовство и закрытые дороги. А может быть, это откроется внутри вас. Но если вы не ведьмачите, то будьте осторожны. Что вам нужно знать по этому поводу? Если вы женщина, вам нужно прислушаться к своему сердцу. Возможно, эта ведьма живет внутри вас. Если у вас все очень нехорошо долгое время с отношениями с мужчиной, возможно, какая-то ведьма наоборот вредит вам, и вам стоит провериться. Ну, а мужчина должен тоже проверить себя. А не заколдовала ли его совсем недавно какая-то женщина, особенно если она в водной стихии. А здесь, посмотрите, вода, 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 вода. Здесь водолей, он тоже и воздушно-водный, и здесь воздух. И не получается ли так, что вы плачете, как мужчина и как женщина здесь может плакать из-за того, что есть трудности в отношениях. Поэтому здесь ведьма и вода. Здесь магия чувств. И вы должны знать, что ваши закрытые двери или ваша внутренняя, или ваша внешняя магия, она живет у вас в сердце, и вы ее чувствуете на уровне интуиции или подсознания. И хороша эта комбинация или плоха, вы сами чувствуете. Если вам сейчас больно, то это, наверное, темная магия, которая не дает вам покоя. А если вам приятно, и вы чувствуете в себе ведьму, а если вы, мужчина, чувствуете, что вас околдовали, то, скорее всего, возможно, это и не так-то и уж и плохо, і не так-то уж і страшно. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось обов'язково. Па-па.